Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. И мы сегодня собрались поехать в Казбеги на экскурсию. И я решил записать небольшой ролик путешествия в горы. С нами я еду с Серегой и с его мамой, с Еленой Викентьевной. Так что должно быть интересно. Сейчас мы приехали на Женвалийское водохранилище. Оно имеет большое значение для водоснабжения города Тбилиси. Оно снабжает питьевой водой около половины населения столицы Грузии. Сергей, какой парфюм у тебя сегодня? Капалазур, потому что это ладан и морская соль, или просто соль. Соленый ладан. И потому что мы едем в монастырь, и потому что минеральный что. А ты в чем? Я сегодня что достану. В чем ты сегодня, Слава? Что, видно на камере? Вау. И что это значит? Морская соль, шалфей, минералы, типа горная порода, вода, зелень. Поэтому решил доиспользовать. У меня здесь осталось уже его мало. Поэтому... Да, в добитках скоро будет. Собака лежит здесь, отдыхает на берегу. Какой красоты. Чем выше мы поднимались в горы, тем погода становилась все хуже и хуже. Периодически перекрывали дорогу эти милые создания, но быстро их пастух разгонял. И немного моросил дождь периодически. Все, мы приехали на Казбеги, на вершину. Погода нас не очень радует, идет мелкий дождь. По дороге сюда был вообще большой ливень. Мы поднимаемся до церкви. Здесь очень красивый вид самой горы. Очень красиво. Мама Сергея забоялась немного идти с нами, потому что здесь очень высоко. И она пошла назад. Но здесь прям еще ветер есть. Есть такие пейзажи, как будто где-то находишься в какой-то игре, типа Зельды или Хогвартса Легаси. Просто неописуемая красота. Вот мы и прибыли, наконец, к главной достопримечательности Грузии, к Троицкой церкви. Грузины называют ее Гергетис Цминда Самеба. Чтобы попасть на территорию Троицкой церкви, надо вот пройти через колокольню, которая украшена несколькими барельефами. Сама Троицкая церковь находится на склоне величественной горы Казбек, среди хребтов, и находится на высоте 2170 метров, недалеко от городка Степацминда, бывшей Казбеги, и поселка Каргети, в честь которого и была названа. Этот храм был построен в XIV веке, но из его истории практически мало что известно. Известно то, что он строился 50 лет, довольно-таки долго. И то, что эта церковь была построена на месте поклонения языческим идолам.
Также в церковь в Гергете стала хранилищем главной грузинской реликвии, которая была перевезена сюда во время нашествия персов на Тбилиси. И только в начале 20 века советские власти закрыли храм, и он был возвращен к грузинской православной церкви только в 1990-х годах. И на протяжении столького времени это место очень популярное среди туристов. Здесь очень классный вид с таким удивительным пейзажем. Единственное, как вы видите, нам вообще не повезло с погодой. Был очень сильный ветер, дождь. И, кстати, если хорошая погода, к Троицкой церкви в Гергете можно добраться пешком от, вот если внизу, который я показывал, город, идти всего лишь 1 час. Ну и для таких, как мы, где мы попали в такую стихию, есть и машины, автобусы, и добраться можно за определенную плату быстро, за 10 минут. Также на гору Казбек часто альпинисты покоряют, и они здесь делают первую ночевку около этой церкви, чтобы пройти акклиматизацию. Также архитектура. Да, если вот видно архитектура, это единственный крестово-купольный храм в северной части страны. Как ваши впечатления, Сергей? Как вам понравилось? Да, погода лучше всего. Погода, конечно. На самом деле, вот сюда таскать все строится, не представляете, такой ветрище. Адский труд был бы. Так они 50 лет это строили. 50 лет. Только нам отсюда уже уезжать, вышло солнце, стало погода хорошая, дождь прекратился. Шикарный вид. А это мы уже спустились в сам город Казбеги с того монастыря. Здесь такая парковка для туристов, туристических машин, автобусов. Ну и очень радует, что погода распогодилась и закончился дождь проливной. А это памятник дружбы народов. И шикарный такой вид на горы. Это мы сейчас будем обедать в ресторане Млета. Заказали такую чефертму для Елены Викентьевны, она должна попробовать.
Чикертма – это грузинское национальное блюдо, национальный суп из курицы и приправ. Но без овощей, здесь нет овощей. Это картошка с грибами жареная и пирог с щавелем и с сыром. Ждем еще шашлык. Это типа как... Ну это типа хачапури. Да, это хачапури. А это у нас кинзамараули. Сергею принесли еще форель, да? Жареная форель. Да, вроде да. Красотка. Нам еще принесли шашлык с телятиной и со свининой. И все это просто пир на весь мир какой-то. Елена Кентина, как вам чикертма? Суп чикертма понравился? Очень вкусно. Елена Кентина. Вкусно. Хочется попросить рецепт. Картошка с грибами тоже Сергей хвалит очень. Перед нами Ананурский замок. Архитектурный ансамбль Ананури является одним из лучших памятников позднего феодального периода Грузии, 16 по 18 век. Эта территория была заселена с древних времен. Самым знаменитым и исторически интересным местом в Ананауре является Успенский храм, который датируется 1689 годом. В то время на территории Грузии шли постоянные войны с Турцией и Ираном, которые активно насаждали ислам и разрушали православные храмы. Собака такая красивая. Привет, привет. Привет, привет. Хорошая собачка. Хорошая. Ничего нет покушать. Второй храм на территории Ананаури называется храмом Девы Марии или Спасским. Точная дата его постройки неизвестна, но считается, что он на 50-100 лет старше Успенского. Еще один интересный факт – украшения в виде виноградной лозы и креста на внешних стенах храма. Удивительны они тем, что примерно с 17 века грузинские храмы почти не украшались. Расположение барельефов тоже вызывает вопрос. Храм почти примыкает к старинной башне 18 века, которая скрывает их за собой. Мы уже заканчиваем свое путешествие. Скоро возвращаемся в город. Эта крепость была последней точкой нашей в нашем путешествии. Здесь можно, кстати, в этой крепости лазить, изучать. Действительно, такое интересное атмосферное место. Еще хочется зайти и посмотреть внутри, что находится в церкви. Такая мемориальная табличка. Наверное, зайдем в церковь еще. Собор. Вы заходили, Елена Никентьевна, внутрь? Да, но там стоит как бы
посреди церкви какой-то трон. Я такого никогда не видела. Посмотрите, хотела спросить, что это значит. Ну, для короля. Посмотрите. Зайдем, посмотрим. Какой красивый вход. Внутри Успенского храма можно увидеть довольно красивый, пусть и не типичный для Грузии алтарь, воздвинутый в самом начале XIX века. В храме очень положительная и добрая атмосфера, из него не хотелось какое-то время даже уходить, было очень интересно. И вот интересно то, что здесь трон стоит. Мы узнали то, что он здесь стоит для того, чтобы было удобно вести службу монахам, которые уже в пожилом возрасте. Будем заканчивать это уже видео, будем уезжать уже в город. Спасибо, что с нами вместе попутешествовали по окрестности Грузии, по этим невероятно красивым местам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам было интересно. С вами был Слава и Сергей, канал Мой Флакон. Всем прекрасного настроения и goodbye.